Можно ли заменить громоздкий инокамерный монитор с NPF кирпичами, кабелем на небольшую коробочку и смартфон с шикарным дисплеем и хорошей автономностью? HoloLens VCore превращает любой смартфон или даже планшет с большим дисплеем в самый настоящий инокамерный либо режиссерский монитор. Причем дополнительно мы получаем возможность управления съемкой, запись прокси, запись ProRes и даже передачу RAW файлов Capture One Pro. Сейчас я вам покажу, где это действительно работает, экономит нервы, а где все еще лучше жить по старинке. Всем привет, с вами Fotar.ru, меня зовут Илья, и мы начинаем. Погнали! Конечно, HoloLens VCore не такая уж и маленькая коробочка, весит она порядка 220 грамм и по габаритам сравнима с емкой NPF батарейкой, а по весу так даже и легче. При этом здесь уже встроена батарея на 5150 мАч, есть встроенное крепление на башмак, есть 1/4 дюйма, в комплекте дополнительно еще идет адаптер на холодный башмак, то есть можно установить либо на камеру, либо в клетку, либо даже прикрутить к клетке. В общем-то, с креплением никаких проблем и дополнительно здесь уже ничего не требуется. Помимо прочего, можно устанавливать не только на камеру, если вы работаете со стадикамом, то на ручку стадикама также без проблем можно закрепить либо через башмак, либо через 1/4 дюйма. При этом встроенная батарея здесь умеет питать камеру, либо смартфон, если тот подключен по кабелю. Заявленная автономность составляет 6 часов, но на практике, когда мы снимали шоты для документального фильма, девайс продержался порядка, наверное, 4,5 часов, но надо учитывать то, что на улице было прохладно, а в этих условиях батареи высаживаются быстрее. В сухих лабораторных тестах, когда я подключил видеосигнал, передавал его на один смартфон, девайс продержался почти 10 часов, что невероятно здорово. Заряжается VCore по USB Type-C, занимает это приблизительно 2 часа в зависимости от зарядного устройства. И также VCore умеет питаться во время работы, то есть условно вот в таких условиях, как у меня, мы ставим передатчик на камеру, подключаем к нему питание, подключаем USB Type-C к камере, и у нас и передатчик питается, и камера питается. В комплекте есть небольшой коротенький кабель USB Type-C, также есть адаптер холодный башмак на 1/4 дюйма и два крепления для смартфона. Классическое, которое крепится в адаптер башмака, и магнитное крепление, которое позволяет установить iPhone на передатчик без использования каких-то дополнительных адаптеров, причем ориентацию смартфона мы можем менять без проблем. Но здесь я бы с осторожностью относился к этому креплению, потому что все-таки это магнит, если какая-то тряска, то телефон может отвалиться. Здесь нужно быть поаккуратней. Помимо двух USB Type-C и HDMI, здесь есть две кнопки. Одна кнопка включения и сопряжения, небольшой монохромный дисплейчик, на котором отображается вся необходимая информация, и слот для карт памяти. Позже я расскажу, для чего он нужен. Поскольку мы имеем дело с беспроводной передачей видеосигнала, то закономерно встает вопрос, а какая же здесь задержка? Насколько комфортно мониторить сигнал или даже, возможно, работать фокус-пуллеру? Так вот, по моим измерениям, задержка составляет порядка 80-85 миллисекунд, что в целом даже для работы фокус-пуллера, конечно, не идеально, но возможно. Задержка составляет порядка 2-3 кадров, то есть немножко наперед крутить, и в целом с этим действительно работать можно. Одновременно к VCore можно подключить до 4 смартфонов либо планшетов вместе со смартфоном или планшетом по кабелю. И также поддерживается работа с видеосендерами линейки HoloLens Pyro. В этом случае поддерживается до 2 видеосендеров, либо 2 смартфона и 1 видеосендер. К слову говоря, о качестве изображения на смартфоны передается разрешение 1080p 60 кадров в секунду. Если же мы используем проводное подключение, либо подключаем видеосендер, то в этом случае качество составляет 4К 30 кадров в секунду. Передает сигнал VCore на частоте 5 ГГц, а заявленная дальность составляет 100 метров. Ну что, давайте теперь протестируем дальность работы VCore и сравним мы еще с передатчиком от DJI, это Ravenai. У меня на одном телефоне транслируется видео с DJI, одно с HoloLens. Давайте посмотрим, насколько далеко я смогу отойти от камеры и до какого момента будет передаваться видео. Погнали! Ну что, по результатам нашего теста HoloLens передает более устойчивый сигнал. Ravenai где-то на 17 метрах уже начинает прерываться, и он очень чувствителен. Если я отворачиваюсь от камеры, прикрываю условно телом, Ravenai достаточно чувствителен к этому. HoloLens дает более стабильную картинку. И максимальная дальность составляет приблизительно 35 метров. Устойчивый сигнал, видео передается без прерываний.
Если же мы не перекрываем передатчик и телефон, то максимальная дальность в этом случае составляет в районе 75 метров, что в целом близко к заявленным цифрам. Для работы со смартфоном необходимо установить приложение HoloView. Оно доступно как на iPhone, так и на Android, и в том числе даже на Huawei. С небольшими костылями, но на Huawei установить можно, и все будет работать без проблем. В приложении невероятное количество мониторинговых инструментов, все работает довольно здорово. Есть False Color, есть Waveform, есть гистограмма, вектроскоп, фокус-пейкинг и так далее. Действительно много, очень много удобных инструментов. В том числе есть даже поддержка аноморфотов и возможность загрузки собственных латов. В общем, действительно, смартфон с такими инструментами превращается в настоящий профессиональный многокамерный монитор. Также в приложении можно настроить хромакей и прямую трансляцию непосредственно со смартфона. И самое интересное, что через это приложение можно делать запись на внутреннюю память смартфона, вплоть до ProRes HQ на iPhone. Если же мы подключаем камеру по кабелю к VCore, то здесь становится доступна кнопка записи. И в этом случае мы можем установить возможность параллельной записи. То есть, когда мы нажимаем кнопочку записи здесь, запись идет и на камеру, и на смартфон. Параллельно мы еще можем настроить запись на флешку на самом VCore. При этом имена файлов синхронизируются, а значит на посте, если мы захотим подключить прокси в том же DaVinci, с синхронизацией проблем не возникнет. Единственный момент, работает это пока только с камерами Sony и Canon. Действительно, это невероятно удобная штука, возможность вот такой параллельной записи. Например, если мы пишем на какую-то камеру, у которой высокий битрейт, и чтобы не ждать, пока это все прогрузится на компьютере, либо работаем мы с достаточно слабым компьютером, прокси-файлы — это полезная вещь. Ну и помимо очевидной пользы от прокси, возможность сохранения отдельных видеофайлов на смартфон параллельно действительно очень полезно. Смотрите, вы закончили съемку, вы можете сразу же отсмотреть материал, отправить его монтажеру, чтобы тот занялся черновым монтажом, либо самостоятельно отсмотреть, выбрать лучшие кадры и тоже заняться черновым монтажом прямо на смартфоне. Понятно, это не заменит финальный монтаж, но сильно ускоряет первый шаг. То есть, придя домой, садясь за компьютер и уже начиная работать с исходниками, у вас есть уже какой-то определенный план в голове, да, есть какой-то черновой монтаж. Действительно удобная вещь. Но VCore — это не только про видео, но и про фото. Это устройство позволяет по беспроводу передавать RAW-файлы в Capture One. Конечно, это не уникальное решение, были специализированные устройства, это же Tether Tool Air Direct, либо Cam Ranger, но, насколько я знаю, они сейчас уже не особо как-то выпускаются, да и в России их не достать, а стоимость так вообще заоблачная. По сравнению вот с этой штукой, они стоили сильно дороже, но незаметно лучше работали. Понятно, у такого решения скорость ниже, чем работа по кабелю, но зато вы свободно ходите по студии, ничего вам под ногами не мешает, да и кабели эти достаточно часто ломаются, там наступили на них, он переломался и все, здесь такого не будет. И плюс то, что здесь встроен аккумулятор, который еще будет питать вашу камеру. Работает это все только с Capture One. Чтобы завести, нужно установить HoloLink, фирменный плагин, скачать его можно на сайте. Далее подключиться по Wi-Fi к нашему VCore и нажать Connect в плагине. И все, картинки начинают залетать. Пока существуют определенные софтовые нюансы, почему-то на моем маке, по крайней мере на моем маке, я не могу указать нужную папку сохранения в сессии, а на винде не всегда работает обновление файлов. То есть они прилетают, но почему-то в капче не всегда отображаются. Уверен, все это будет поправлено в ближайшем обновлении прошивки. Если говорить о скорости передачи, то очевидно, это будет не быстро, потому как RAW файлы весят достаточно много. С моей камеры 33 мегапикселя Sony A7 IV передача идет порядка 16 секунд. Это полноразмерный без сжатия RAW файл, но ускориться можно благодаря тому, что либо включить сжатие, либо включить JPEG, а если включить передачу превью 2 мегапикселя, то в этом случае файл залетает всего за 1,5 секунды. Да, конечно же, я знаю, что в моей Соньке есть Direct Wi-Fi, либо возможность работы через роутер с тем же Capture One, и это более нативная возможность, потому как камера отображается даже в кэпче. С VCore нет меню управления камерой. Но здесь надо сказать то, что у Соньки не такой стабильный сигнал, и даже одна стенка может уже перебить сигнал и прервать соединение с компьютером. Здесь две стены бетонных не перебьют сигнал. На Соньке немножко быстрее передаются файлы. Здесь это происходит медленнее. Но если говорить о том, что вам нужна скорость, конечно же, только кабель. Здесь это меньше секунды для 33 мегапиксельного кадра. Но VCore, на мой взгляд, это не про рекорды скорости передачи картинок в компьютер, а про стабильность и дальность связи, если мы сравниваем с камерным Wi-Fi, и про свободу передвижения, если мы сравниваем с классическим кабельным соединением.
HoloLens Vcor — это как раз тот случай, когда одну маленькую коробочку логичнее мерить не по списку вау-функций, а по количеству железа, которое оно способно заменить на съемочной площадке. Для меня Vcor в первую очередь это про видео, мобильный мониторинг, смартфоны, планшеты, запись прокси, простое управление съемкой и в целом нормальная работа небольшой съемочной команды без проводов и стопки мониторов. Ну и конечно же Capture One Pro беспроводной тезеринг — это тоже приятный бонус. Понятно, работает не так быстро, зато удобно. Ну и напоследок мне хотелось бы узнать, где бы лично вы использовали такой девайс: фото, видео, на выездных съемках, на площадке, и готовы ли вы пожертвовать скоростью по кабелю ради свободы и комфорта по воздуху. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в телегу и до новых встреч. Всем пока!